Так, трансляция должна была поехать. Так, ну ты вовремя начинаешь говорить. Вот каждый раз, когда я, начинаю трансляцию, она начинает трындеть на фоне, задолбала уже. Сколько можно-то? Так, проверяем трансляцию. Так, секунду, оп. Да, все отлично. Тогда, всем привет. С вами General True, вы на моем видеоигровом канале, и сегодня мы продолжаем проходить Genshin Impact. Будем продолжать с того же квеста, на котором мы остановились в последний раз. Как бы мы нашли 3 птицы, повернули их. У нас открылся проход наверх. Собственно говоря, мы здесь почитали, что это далеко не конец еще квеста. Так что мы едем дальше. Привет, привет, Дань. Ты первый, кстати. Так. Сейчас. Секунду. Так. Оп, оп. О, все, отлично. Все, закончил. Только почему-то с телефона у меня не подтянуло твою аватарку. Не знаю почему. Походу какой-то лаг рестрима. Warcraft, ну это да, это надо, это надо. Так, что у нас здесь есть за чтиво? Угу. Угу. Это у нас уже мы читали на прошлом стриме. Так. Сесть. Ну, сел. Все. Встал. Сел. Встал. Ничего не произошло. Четко. Так. Какой-то мы квест проходили. Не тот, который у меня выбран. Хранитель облаков. Вроде бы этот квест. Найдите Творца гор. Направляйтесь на постоялый двор Ваншу. Вы повстречали, должно быть. Так, сейчас меня слышно уже или нет? Провайдер вот весь день не лагал. Не было ни одного какого-то глюка, вылета, вообще ничего не заметил. О, я смотрю, хейтеры подтянулись. Да, наконец-то таки меня видно. Точнее, слышно. Я не знаю. Может быть, есть хейтеры, которые хотят побыстрее. И т.д. и т.п. Кто его знает. Я не знаю, когда успели дизлайки поставить. Я ж вообще не смотрю статистику, я только чатик смотрю. Да. В прошлый раз, когда у меня лагал стрим, мне, кстати, говорили, что у нескольких человек лагали. У меня же игра не вылетела, соответственно... О, уже вылетела. Может, все-таки интернет. Меня сейчас слышно, по идее? Я вообще не понимаю, что это за глюки. Это глюки, походу, и у Ютуба, и у меня плюс-минус одинаково. Потому что у меня я тоже вижу глюки. У меня, получается, отваливается почему-то внешний контент. То есть UIX, короче говоря, доступен, а почему-то внешний канал отваливается. Я не знаю, почему так. Вроде бы сейчас должно быть нормально уже. Я очень сильно на это надеюсь. В прошлый раз немножечко полагало и попустило. Фух. Так, хорошо. Очень надеюсь на то, что не будет больше глюков. Очень неприятно это, когда ты хочешь сделать как можно лучший контент, и тебя настолько подставляет провайдер. Я сегодня, в самом деле, и выделил больше времени, и выделил больше сил, как бы пришел в себя раньше. Попил уже кофейку до стрима, приличное количество, т.д. и т.п. Делал все для того, чтобы контент
был сегодня как можно лучше, и по итогу меня все равно провайдер подставляет. Это очень неприятно, если честно. Прям очень неприятно. Эх, если бы это только от меня зависело. Если что, я подал заявку. Мне сказали, через месяц только ее рассмотрят на другого провайдера. Так что не раньше, чем через месяц. Да, я подготовился сегодня очень хорошо. Я же говорил, что с меня сегодня качественный контент, если бы провайдер меня так сильно не подставлял. Так, какой мы квест в прошлый раз делали? Творец гор, хранитель облаков или Ван Шу? Я не помню. Этот, который с птичками. Мне кажется, что это Ван Шу. Двор Ван Шу. Так, давайте портанемся наверх. Еще разочек почитаем еще раз. Я вспомню, что это вообще такое. И да, человек, который говорил, что медленно все делают т.д. и т.п. Это явно видно, что человек, который пришел сюда, возможно, за какими-то секретами, там, т.д. и т.п. Но точно не за сюжетом. Потому что те, кто пришел за сюжетом, те понимают, что сюжет нельзя поглощать большими порциями. Игрой нужно наслаждаться. Так. Так. Угу. Так. Начну, пожалуй, с долины Гуйли. Гуйли. Сейчас посмотрим. Так, это гора. Это гора. Так, Ван Шу. Окей. Ну, давайте сюда тогда отправимся. Точка телепортации. Полетели. Ну, я понимаю тех людей, которые хотят все увидеть побыстрее. Ну, в таком случае я бы советовал не смотреть именно стримы. Я бы советовал смотреть какие-то записи, где вырезаны все рассуждения, где ничего эдакого нет. Стримы — это именно такой разговорный контент, как по мне. Никого нет. Сейчас закончится заставка, я тогда отвечу. Глаз невежественного человека вряд ли увидит многое. Она короткая, окей. 10К просмотров на канале за год. Дело в том, что, во-первых, я не делал ставку на YouTube очень долгое время. То есть я делал ставку, надеялся на Twitch. Через какое-то время я увидел, что на Twitch нет смысла надеяться. И вообще, в принципе, с самого начала я начинал стримы больше, скажем так. Для меня это не способ заработать. Для меня это до сих пор не способ заработать. Для меня это способ немножечко попроходить игры, пообщаться с людьми, найти кого-то нового, интересного. Возможно, во время прохождения найдется кто-то, кто подскажет что-то новое, поможет посмотреть на ту же игру, которую я проходил до этого, поможет посмотреть совершенно под другим углом. Если смотреть с точки зрения заработка, я с тобой согласен. В таком случае мотивации бы не было совсем, потому что нет развития, т.д. и т.п. Но я не вкладывал денег в рекламу, я вот буквально первую рекламку я заказал вот буквально на днях недавно. Собственно говоря, откуда и часть людей пришла. Я делал с самого начала весь контент, я делал для души, я не делал его для заработка. Мне не нужен дополнительный заработок. Да, если я буду получать дополнительно еще деньги за это будет приятно. Но я не делаю на это ставку. Если бы я хотел, скажем так, получать с этого деньги, я бы забил на основную работу. Я бы вкладывался в рекламу. Я бы не делал такой обычный, простой, душевный, разговорный контент.
я бы делал что-то более массовое. Как говорил один из известных стримеров, если ты хочешь стать известным и достаточно быстро, тебе нужно или быть дурачком и делать полную ахинею и херню, или же быть лучшим в мире по какой-то супер новой игре, хайповой, которая только вышла, и ты должен играть, не знаю, как 20 человек один. Это два способа, при которых ты можешь стать популярным. Ни один, ни другой способ мне не нравится. Почему ты думаешь, что это не я настоящий? Я есть разный. Я никогда не один, и я постоянно меняюсь, постоянно эволюционирую. Так, сейчас должно было, по идее, возобновить. Я не знаю, пока слышно меня или нет. Но должно было изображение пойти. Провайдер сегодня точно решил меня довести. Я сегодня точно позвоню им, выскажу вообще все, что я думаю про них с их гребаным интернетом. Почти 2 суток. 2 гребаных суток они чинили поломку. И после этого интернет работает вот так. Я, 2 суток фактически ждал этого интернета. 2. Меня это реально бесит. Тем более, меня прервали, не дали сказать то, что я думаю. Так, меня по идее сейчас слышно. И что самое главное, у меня в влоге вообще нет никаких дисконнектов. То есть дисконнекты происходят на уровне... я не знаю на каком уровне. У меня даже роутер не может словить, не может понять, что у меня дисконнекты происходят. Это жесть какая-то. Мне даже договорить не дают спокойно. Я не говорю уже о чем-то, другом. И самое печальное в этом, вот реально безысходность. У меня просто нет другого выбора, нет другого провайдера. В общем, я договорю, я не знаю, здесь он или нет. Буду надеяться, что здесь услышит то, что я хочу сказать. Контент меняется вместе со мной. Насколько меняюсь я, настолько меняется контент. Мне нравится много чего. Мне не нравится что-то одно конкретно. То есть я могу в один день играть в стратегию в реальном времени, в другое мне хочется платформинга. Потом мне хочется какого-то соулз-лайка. Потом еще чего-то и так далее. У меня постоянно меняются предпочтения. Вот в доту я не заходил уже где-то... год, наверное. Может, чуть-чуть меньше. Где-то год я не заходил в доту. И мне пока что не хочется. Просто не хочется. Как только захочется, я сразу же вернусь. Сейчас у меня лежит душа играть как раз-таки в Genshin Impact. Разбираться в лоре, разбираться в взаимоотношениях персонажей, там делать какие-то квесты и так далее и тому подобное. То есть вот такое вот у меня настроение. Шутеры, вот честно скажу, раньше ненавидел шутеры. Но при этом Unreal Tournament мне нравился. Опять дальше ненавидел шутеры. Но Deus Ex мне зашел. И так далее. То есть опять дальше ненавижу шутеры. Вышел Doom. Doom мне зашел опять. И это не угадаешь. Это всегда вот как лежит душа, вот так ты и делаешь контент. Так, хорошо, давайте поехали дальше. Я вроде бы все объяснил более-менее. И надеюсь, падений не будет. Так, печать согласия. Вижу, вы подготовились. Она всего лишь не позволяет мне напасть на вас первым. Больше она вам никак не поможет. А я что-то не понимаю. Обещание между адептами и обычными смертными
нарушает правила. Души смертных не столь устойчивы, сколь души адептов. Ваши тела не в состоянии выдержать энергию, которая исходит от нас. Лучше уходите. Это для вашего же блага. Это какого именно? Того, который был от Фатуй? Я только его глазом видел. Ну, он что-то замышляет свое. Если именно об этом персонаже, о котором мы думаем. Он что-то замышляет свое, что-то недоброе. И вполне возможно, что это он как раз-таки виновен в смерти этого Архона. Я не запомнил, если честно, как его звать. У меня очень плохая память на имена. Ну, того, который ледяной, который меня типа защитил во время, ну, после покушения, правильно? Если это он, то он какой-то очень подозрительный. То есть он забавный, он необычный Фатуй, но он очень подозрительный какой-то. Что-то свое мутит. Угу. Ну да, ну да. Она говорит, ну что за тип? Вообще не хочет меня слушать. Водяной он? Ну, может быть. Мне показалось лед. Может быть, я просмотрел. Угу. Очень подозрительный. Почему? Потому что с учетом того, что он относится к Фатуй, он как-то слишком пофигистично ко мне настроен и вроде бы спас, хотя в принципе не должен был. Это как бы должно было ему что-то дать. Но как бы пока что он ничего не получил, соответственно, он или планирует что-то получить в будущем, или же что-то он получил, но я просто об этом не знаю. Так, я хочу дать ему какое-нибудь обыденное имя. Но если мы оскорбим адепта, то до конца своих дней будем находиться в сундуках, находить в сундуках только капусту. Нужно спросить жену босса, как у нее получается общаться с адептом каждый день. Привет, Андрей. Ты вовремя, вроде бы лаги как раз закончились. Я, по крайней мере, не вижу. Очень надеюсь, что они закончились. Я очень расстроюсь, если они продолжатся. Так, расспросите жену босса о Сяо. Так, а где она находится? Где-то снизу. Так, готовить мне не нужно. Отдавай капусту. Так, все стырим, что можно. Так. Отдавай капусту и яблоки тоже. Все отдавай. Все мое. Так. Не-не-не, с интернетом. А, у тебя были, я понял. Ну, это может быть. Так, смотрим дальше. Здесь вроде бы какие-то еще фруктики есть. Да. Так, где она? Где-то. А, вот здесь. Книга. Здравствуйте. Необычный вкус в одежде, нетипичные черты лица, маленький летающий компаньон. Нет. Я не угадаю, откуда ты. Мы хотели спросить об адепте. Да, вы уже познакомились с Сяо? Похоже, у него сегодня хорошее настроение, раз он снизошел до разговора с вами. И это называется хорошее настроение?
Именно. Многие возносят молитвы адептам всю свою жизнь, но единицам выпадает шанс встретить адепта лично. Ну, Фишель и Сахароза забавные, но мне больше всего Фишель нравится. Сахароза мне по стилю не подходит. То есть она такой себе АОЕ-станер, да, который удерживает в каком-то АОЕ и наносит магический урон. Так, если надо биться, то, ну, она не очень подходит. Что с освещением? Освещение здесь может меняться по 20 раз на дню. Ты такой темно, 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 светло. Ты что вообще? Это нормально. Так, сейчас я на телефоне чатик перезагружу, а то он начал мне выдавать по 2, по 3 раза сообщения. Очень весело, но не очень приятно. Так. Даже сам Гео Архонт попросил адептов о помощи, когда закладывал фундамент Лиюэ. Но поскольку они могут защищать город только боем, большинство адептов выбирают жизнь в уединении. Поэтому на протяжении тысячелетий в Лиюэ правят обычные люди, в то время как адепты живут на его окраинах. Да, мы уже на геотерритории. До этого мы были на территории Анемо, это уже гео. Ну, типа, Анемо это типа ветер, а гео это типа земля, что-то типа того. Вау, жена босса так много знает об адептах. Я не жена босса, я босс. В общем, у вас не должно возникнуть никаких проблем, потому что вы уже общались с адептами ранее. Могу дать один совет. Криотерритории пока что нет? Будет в обновах, я так подозреваю. Или же ты имеешь в виду, что на стримах на наших будет очень долго? Угу. Есть такое, есть такое. Так. Могу дать один совет. Вы поладите, если будете поддерживать в Сяо радость. Радость? Не могу даже представить, что для защитника Якса значит слово радость. Поверьте, он полон загадок. Честно говоря, я и сама ни разу не видела его улыбающимся. Давайте так. Закажете у нашего повара порцию миндального тофу и сами приготовите какую-нибудь вкуснятину. Сяо очень любит миндальный тофу. Второе блюдо вам придется выбрать самим. Самим. А что ты умеешь готовить лучше всего? Так. Медовый пирослайм с морковкой. Вау, какое необычное блюдо. Пайман хочет немедленно его попробовать. Но мы собираемся готовить для адепта, так что лучше сильно не рисковать и начать с чего-нибудь попроще. Я думаю, салатик вполне подойдет. 11 ноября вроде бы багфиксы будут. То есть починят кучу проблем, которых есть сейчас. Ну, это насколько я слышал. Вот, но это не точно. Потому что я сейчас не читаю прям новости взахлеб относительно Genshin Impact. Так что, может быть... О, я понял. Здесь еще сюжетки на дохренолеон стримов. Я понял.
Так. Где готовить? Где готовить? Там, где-то на улице. Угу. Улыбчивый Янь Сяо. Окей. Не видите, что ли? У меня перекур. Идите играть в другом месте. Так, простите за беспокойство. Мы бы хотели заказать миндальный перекур. Да уж, этот шеф-повар такой же дружелюбный, как кузнец Вагнер в Монштадте. Этот заказ для вашей хозяйки. Для хозяйки, говоришь? Ну что ж, значит, пора браться за работу. Я бы с удовольствием приготовил вам миндальный тофу, но видите ли, есть небольшая проблема. Какая? Когда орудуешь ножом, рука повара должна быть так же тверда, как и рука мечника. А мои руки сейчас охватила дрожь. Комп у него, в принципе, потянет. Тут дело не в этом. Дело в том, что у него сейчас комп лагает очень сильно и бывает вырубается, т.д. и т.п. У него сейчас проблемы с этим делом. Потому он не может нормально. Ну и да, он говорит, что не нравится аниме-стилистика, но при этом, в принципе, ему заходит смотреть стримы. Вот такой вот странный он. Ну, я понял, что Крио-территория — это родина Фату. Я потому и подумал, что этот чувак, который меня спас, что он тоже обладает крио-навыками. Ну, я же не увидел, что это вода. Ну, бывает. Так. Потому что постояльцы рассказывают, что на этом постоялом дворе водятся привидения. И вот, только что я увидел на кухне что-то странное. А он не такой наглый, когда разговаривает о привидениях. Я не могу приготовить такое изысканное блюдо, как миндальный тофу, пока не почувствую себя в безопасности. Эх, все ясно. Нам придется изгнать всех привидений во имя изысканного миндального тофу. Скорее всего, это позже будет. То есть позже это все дело добавят еще. Так. Вниз 32 метра. Блин, теперь вверх. Так определитесь. Вниз, вверх, блин. Задолбали уже. То вверх они хотят, то вниз. Ну, скорее всего, эта информация пока что еще недоступна. Это будет немного попозже. Вот здесь можно спуститься. Так, как туда попасть? А, я понял, здесь и есть кухня. Зашибись. А по поводу сонного паралича, это, кстати, очень забавная тема. Советую погуглить, вроде бы на канале Луни есть даже видос на эту тему по поводу сонного паралича, вообще, что это такое, что к чему, как это вообще возникает.
и т.д. и т.п. Если вдруг интересно. Он ведет канал про историю медицины. Вроде ничего необычного. Да не, ничего необычного. Ну, она типа сказала... Привидение! Что-то типа такого. Ага, вы тоже его видели? Говорю вам, там водятся привидения. Что же нам делать? Этот мужик безнадежен. Что будем делать? Эх, выбора нет. Давай просто вернемся к жене босса. Или на Утопия Шоу. Я не помню. Короче, на каком-то из этих двух каналов точно было. И вроде бы мне кажется, что как раз таки в кооперации. И Луни, и Утопия Шоу. Но это не точно. Испугался привидения? Трудно поверить, что когда-то он был безжалостным бандитом. Кажется, вы совсем не боитесь привидений, леди-хозяйка. Боги, привидения. Чего я только не повидала за свою жизнь. А ведь только леди-хозяйка знает, что здесь снимает комнату адепт. Тссс. Пусть это будет нашим маленьким секретом. Да, лучше уходите. Помогите нам избавиться от этого привидения. Вот, я вообще ничего не понял. Я прослушал оригинал, и она говорит, да, лучше уходите, помогите нам избавиться от этого привидения. Может, я один не понимаю логику в этих словах? Возможно, она имела в виду, давайте поторапливайтесь, уже избавьтесь от этого привидения или типа того. Я не командую, просто, как сказал Сяо, души мертвых. Мертвых? А, смертных. Блин. Меня уже плавит, все. Души смертных не столь устойчивы, сколь души адептов. Все, меня уже плавит. Поэтому, чтобы не умереть от общения с адептом, советую вам сперва потренироваться на привидении. Ок. Но как нам уговорить привидение уйти? Здесь на постоялом дворе есть одна картина, которая называется «Печать укротителя демонов». Она гуляет. Она гуляет по Лиюэ уже более 1000 лет. Советую первым делом взглянуть на нее. Затем найдите такое место, откуда эту печать видно целиком. Угу. Да, трудности перевода здесь серьезные. И тем более, что... Чтобы было понятно, насколько все абсурдно, что я с моим жалким знанием японского на уровне, там, не знаю, 3-летнего, 4-летнего ребенка могу сделать перевод лучше, блин, чем это делают чуваки, которым за это забашляли денег. Четко. Так, надо наверх. Наверх. Так, еще наверх.
И здесь опять наверх. Здесь вниз. Так, блин, наверх или вниз? Алло. Угу. Так. Здесь какая-то гора, типа, какой-то иероглиф, еще иероглифы, еще иероглифы. Какие-то скалы. Я вообще не понял, что это такое. Найдите место для просмотра печати укротителя демонов. Ё-моё. Так. Окей. Мне надо просто найти место. Так, у меня, по идее, в инвентаре должна быть копия, да? Печать согласия, письмо Катерины. Так, это не то. Так, у меня нет копии. Так, здесь получается много скал. Здесь маленькие камушки. И здесь что-то типа такое полускала, да? Это мне, по идее, вот здесь вот надо стать, да? Так, он у меня всегда в разных местах. Ну вот, я вижу, что он показывает текущий элемент персонажа. Если ты об этом. Так, получается, еще раз мы становимся так, чтобы справа видеть скалы большие, а слева маленькие. И какие-то камушки перед нами, да? Вот какая-то большая скала. Есть. Ну, по крайней мере, должна быть. Так, вот где-то здесь я должен, по идее, становиться, плюс-минус. Наверное. Так, вот так вот. Нет? Угу. Не похоже на то, не похоже. О, сундук нашел. Ну все, не зря пришел. Забрали сундук и пошли отсюда нахрен. Так, а это что светится? Здесь очень много сюжета. О, я понял. Все, я увидел. Вот так. Вот она, боюсь. Хватай ее. Ну, хватаю, хватаю. Она пытается убежать. Пойдем дальше, рано или поздно мы загоним ее в тупик. Ну да, ну да. Случайно нашел. Камень расписанный, я сразу же понял. Это такие же головоломки, как были в этом. Скажите, я скажу. Hellblade Senua's Sacrifice. О.
Очень сильно напомнила прям по стилистике. Так, блин. Ты чё, охренел, что ли? Тебе чё, подровнять немножечко этот соску? Сейчас я тебя подровняю быстренько. Да ты задолбал. Алло. Давай-ка я тебя немножечко покатаю, а? Куда он делся? А, он летает все еще. Ах ты ж нехороший. Я тебя добью. Понял? Все. Насчет Геоархонта не знаю. С одной стороны, вроде бы говорили, что он иногда появляется в виде дракона, а с другой стороны, если он редко появляется в драконе, он спустился в форме дракона, тем более дохлого дракона. Ну, не знаю. Все может быть. Не, это был обычный мобчик, если что, просто усиленный. Это не босс-файт. Так. Не знаю, что могло его убить. Или кто мог его убить. Так. Один Хиличурл заболел. Второй его осмотрел. Эх, наконец-то мы тебя догнали. Я так устала. Третий Хиличурл принес таблетки. Четвертый поставил табуретки. Пугать людей нехорошо. Понимаешь, привидение? Так, сейчас, по идее, меня должно быть слышно, да? Если слышно, то Пайман всегда говорит, что она устала, несмотря ни на что. А как пожрать, она первая. Так что я уже не удивляюсь. Так, по идее, сейчас должно быть меня нормально слышно. Малыш Камин больше не будет пугать постояльцев гостиницы. Приходи играть со мной в следующий раз. Если не придешь играть со мной, малыш Камин сама ее найдет. Ну, наверное, тебя найдет. Что стало с пятым Хиличурлом? Ну, этот руинный охотник, это такое себе на самом деле. Самое сложное, это его вторая форма, когда он подлетает вверх, надо в него попадать. И то, если бы он как еблан туда-сюда, короче, летал, по нему бы было сложно попасть. А так он фактически статично стоит. Одного лучника берешь и все, изи победка. Кстати, смотрите внимательно на фонарь. Видно вот там вот на заднем фоне? Вот этот вот фонарик, смотрите внимательно. Да, это точно, это точно. Это не второй раз, Андрей. Это уже больше, чем второй раз. Так, надеюсь, все теперь нормально, наконец-то. Ну да, я же говорил, что я владею магией. Так, переместиться. Так. Что? Привидение действительно пообещало вам покинуть постоялый двор?
У вас правда получилось. Шеф-повар Янь Сяо у вас в долгу, господа. Ждите здесь. Сейчас я вам приготовлю самый мягкий и самый сочный миндальный тофу. Без этого привидения мои руки тверды как никогда. Так. Поговорите с Хуан Анем, блин. Так, может какой-то салатик заранее приготовить, нет? Питательный салат. Так. Я, кстати, много рецептов нашел. Кто бы мог подумать. Так. Овощной суп. Жареное в воке мясо. Лепешка мора. Ну, в принципе, один салат, который я сейчас могу приготовить. Здесь что у нас надо? Перец. Копченая птица. И лук. Ладно, приготовим вот такой вот салатик. Пусть будет. Так, подтвердить. Хорошо. Да, все, видишь, я ж готовлю жрачку по квесту. Что тут поделать? Я сам не кушал, если что. Так, наверх надо, да? А, понял. Не сюда. Здесь слишком высоко, надо внутрь. Внутрь здесь подняться. Хоп. Еще выше. Угу. Сад камней. Смотри. В этом бассейне лежит большой камень. Пайман думает, это часть сада камней. Но разве такие вещи не должны находиться в садах или подобных местах? Зачем ставить его здесь? А? На вершине что-то лежит. Кажется, это какой-то знак. Пайман не по себе. Ну, раз мы путешествуем, давай поищем в Лиюэ похожие вещи. Будет здорово, если что-нибудь найдем. Миниатюрные скалы. Декоративная инсталляция в этом горшке похожа на миниатюрную гору. На вершине горы выгравирован странный символ. Если вы встретите подобную гору во время странствий по Лиюэ, обратите внимание на ее вершину. Может быть, вы обнаружите там что-нибудь интересное. Угу. Вот оно что. Так. Сяо. Опять вы. Подожди немного, не уходи. Что это? Это твой любимый миндальный тофу. А это сытный салатик, который приготовила эта скромная путешественница. Быстрее. Расскажи ему все, пока он ест. Властелин камня. Как такое возможно? Я не могу в это поверить. Хоть времена и изменились, но я не могу представить Лиюэ без него.
Какую роль сыграла группировка Цесин во всем этом? Я встречусь с другими адептами. Настало время вынести приговор. Вы возьмете на себя правление Лиюэ? Адепты не откажутся от своих обязанностей. Я не хочу вмешиваться в жизни смертных, но долг есть долг. В конце концов, наш Архонт – бог контрактов. Постой! Я хочу задать последний вопрос. Что? Кто же все-таки эта малышка Мин? Во время охоты на демонов мы сталкиваемся с безобидными духами, которые не могут обрести покой. Я попросил владельцев постоялого двора приютить ее духа на некоторое время. Так значит, они сдержали свое слово? Они действительно предоставляют широкий ассортимент услуг. Так. Хорошо. Найдите Творца Гор. Угу. Это у нас второй квест, да? Так, Творец Гор и Обитатель облаков. Угу. Так, у нас есть еще дейлики. Так, временные меры. Бла-бла-бла. Пока что на синие квесты не смотрим. Ну, пусть будет Хранитель облаков тогда. Почему бы и нет? Так, переместиться. Да. Так, где-то снизу, где-то снизу. 100 метров, 170, 127. Ну, если что, ты можешь вытащить жесткий диск и преспокойненько его переставить в новую систему. Если у тебя разбито на несколько логических дисков, ты можешь даже не особо париться. Я просто не знаю, как у тебя структура устроена. У меня вообще система стоит на SSD-шке, и все остальные данные просто не пострадают. То есть я немножечко там задампил данных на жесткие диски и все. Так, осмотреть следы готовки. Смотри, тут все в муке. Повар такой грязнуля. Что у нас тут? Какое-то непонятное мясо. Ты думаешь, что это блюдо подношение адептам? Пайман не может себе представить подношение, приготовленное из муки и мяса. Ха, наш грязнуля-повар обронил какую-то бумажку и оставил на ней след ботинка. Может быть, она как-то связана с загадочным блюдом? Так. По идее, у меня какой-то рецепт должен был появиться, да? А ну-ка, приготовить. Зажечь. Ну ладно, давайте зажжем. Бум. Приготовить. Нет, рецепта я не вижу. Ну и ладно. Ну вот, я просто дамплю обычно на самый живой диск, да и не парюсь. Так, бум. Идем дальше, тогда ищем. Так.
Сокровища руин. Кстати, там такая же штука была. Вот там, где я говорил, что я ничего не могу сделать с этой штукой, там такой же шарик был и такой же цветочек сверху, смотрящий на этот памятник. Найди сначала памятник в горах, а затем вернись к тому, что возведен здесь. Изучи все памятники в нужном порядке. Лишь тогда ты поймешь мое замешательство. Привет, привет, Кронос. Угу. Значит, тот шарик, который мы нашли, это был всего лишь один шарик из цепочки. Возможно, что это не единственная цепочка вообще, которая есть. И надо большой квест выполнить. Это получается финальный шарик. Вот здесь вот находится. Давайте поставим квест. Подтвердить. Чтобы помнить об этом. Собственно говоря, я случайно нашел разгадку. Ну, хоть и частично, конечно, но в любом случае. Так, приготовить не нужно. Давайте Мацутаке немножечко стырим. Еще стырим все, что можно. Так, смотреть следы готовки. Здесь так чисто. Повар, который готовил здесь последним, был очень аккуратным. Пайман уверена, что здесь готовили подношения для адептов. У нас есть Мацутаке и немного сырого мяса. А вот и рецепт. Какой же все-таки внимательный и организованный повар. Так. Угу. Да, рецепт есть. Голубцы с грибами. Хорошо. Но здесь самая сложность в том, чтобы найти их в определенном порядке, потому что найти-то мы их можем, но что из этого, как бы надо еще их найти в определенном порядке. Еще нам точно не сказали, сколько их и где хотя бы примерно искать. Сказали в горах и все. Так. Смотреть следы готовки. Здесь точно раньше уже готовили еду. Думаешь, что это было подношение для адептов? Похоже, что тут еще остались какие-то ингредиенты. Что у нас тут? Львиный зев, немного лотоса, чуть-чуть тофу. Пайман не понимает, что это было за что это за блюдо такое они готовили. Смотри, здесь какая-то записка. Сложновато. Неудивительно, что им пришлось все это записывать. Надо внимательно изучить эти записи. Так, рецепт суп из украшений. Изучить. Интересненько. Увеличивает защиту всех членов отряда в течение 300 секунд. В совместном режиме этот эффект применяется только к вашему персонажу. Ну, оно очень похоже на то. Очень-очень прям похоже. Здесь оно именно не как лотос, а действительно как больше на плод киви похоже. А, кстати, по поводу киви. Если интересно, один тоже забавный факт. Если вдруг не знали, киви это не название этого фрукта. Киви это
первая фирма, компания, которая начала поставлять этот необычный фрукт на рынок. И из-за того, что оригинальное название очень сложное, обычно никто его не помнит и никто его не использует. И все свято уверены в том, что он называется киви, хотя на самом деле нет. Я даже сам постоянно забываю, как он называется. Можете погуглить, если интересно. Такой вот для вас забавный факт. Так. Пожертвовать лепешку мора. Угу. Лепешка мора. Голубцы с грибами. Суп из украшений. Понял. Понял, принял. Надо побежать приготовить. Так. Где оно было, блин? Сейчас я еще вспомню. А, вон там, вижу. Я не понял, вы что вылезли? А ну быстро назад под землю. Сейчас я вас затолкаю туда. Ну быстро под землю. Так. Я уже, блин, из-за них забыл, что мне надо готовить. Так, приготовить. Суп из украшений, это я точно помню. Так, приготовить. Голубцы с грибами, это я точно помню. Так, идеально, хорошо. А что еще третье? Лепешка лепешка мора. Точно. Так, готовить. Поздравляю, поздравляю. Тоже присоединяюсь. Ну, школы, они разными бывают. Я вот лицей, допустим, воспринимаю как школу, хотя на самом деле последние 4 года, которые я должен был учиться в школе, я учился в лицее. Я много чего прикольного узнал. Так. Пожертвовать лепешку. Пожертвовать голубцы с грибами и вкусный суп из украшений. Активирована новая точка телепортации. Да? Окей. Вот, открыли нам путь. Можем продвигаться вперед. Это какой-то храм. Окей. Так. Назначаем тогда тот же отряд. Да и идем. Все равно я буду, скорее всего, в 3 персонажа справляться, плюс-минус. Может быть, там какой-то АОЕ подстанчик будет иногда от Сахарозы. Ну, не более того. Ух, запах печати, согласия. Не знаю, какие цели привели вас сюда, но за вашу искренность я дам вам шанс. Чтобы увидеть меня, вам придется пройти через обитель небожителей, которую я построила.
какое-то совсем несложное испытание. По крайней мере, пока что, может быть, я буду по времени не успевать. Я понял, устойчивость. Ну, к физу нет устойчивости. Что, буду тебя физом долбить? У тебя вроде бы тоже нет устойчивости. Пук. Ну, это так бывает, это так бывает. Может быть, как раз таки тогда ты и услышал первый раз о Hollow Knight. Кстати, забавно. Цветы висят в воздухе, и типа это вода, и типа они растут. Выглядит как минимум прикольно. Смотри, эта платформа двигается. Вот зачем нужен этот рычаг. Угу. Так, туда я пока что пойти не могу, туда тоже. Идем тогда прямо. И здесь опять испытание. А задолбали вы уже со своими щитами. Сейчас я вам и объясню, что вы не правы. Быстренько объясню. Ах ты ж читер, как ты туда забрался? А теперь и я забрался. Блин, хотел его добить. С возвращением тогда. Прямо-таки на любой вопрос можешь ответить. Так. Вроде бы я отсюда пришел, да? Получается, я могу идти направо. Угу. Значит, мне надо вот это вот дело. Ага. Ага. Ага, вот оно что. Так. Получается, оттуда я все-таки пришел. Получается, этот повернул. Туда я пока что не могу добраться. Туда мне, походу, и нужно добраться. Для этого мне придется вот этот вот мост повернуть. Мне придется как-то туда забраться, да? Давайте сначала сюда пойдем. Посмотрим вообще, что здесь у нас есть. Похоже, что ничего. Это просто платформа, да? Хорошо, значит, нам надо точно туда идти. Пойдем тогда влево. Если ничего не будет, тогда попробуем вправо пойти. Не, я узнал о Hollow Knight достаточно давно, но у меня руки не доходили поиграть. Никак не было времени. Так. Левый, правый. Правый, окей.
Повторил. Испытание выполнено. Удали сундук. Сундук бомжа. Окей. Начать испытание. Так, средний. Правый. Левый. Правый. Так, средний. Правый. Я сказал правый. Левый. И вот этот вот правый оставшийся. Окей. Сундук полубомжа. Так. Левый средний. Правый средний. Левый. Правый. И центр. Да. Так. Левый средний. Правый средний. Левый. Правый. Центр. Так, испытание выполнено. Ну, как бы вообще легко. Просто смотришь, повторяешь и ничего нового. Так. Теперь я могу пойти направо. Сейчас вернемся, повернем на 90 градусов опять же. Так, хоп. Так. Вижу куб. Идем тогда сюда. Это, в принципе, единственный ход. Больше мы пойти никуда не можем. И, по идее, где-то должен быть рычаг, чтобы повернуть еще вот этот. И мы попадем туда. Угу. Так. 3 горит. Я понял. Но здесь это гораздо проще решается. Классическая загадка, прям настолько классическая, что я решил ее даже не задумываясь. Вот вариации этой загадки встречаются прям вообще чуть ли не в каждой игре. Так. Так, да, вращаем на 90 градусов и можем добраться. Так, беги давай. Так, птичка. Я впечатлена. Попасть в мою обитель способны лишь достойнейшие.
Перед тобой адепт, хранитель облаков. Что привело тебя сюда? Ты сама здесь все это построила? Твоя догадка верна. Я сама здесь все спроектировала и построила. Гуйджин и Властелин Камня высоко оценили мои инженерные навыки. Привет, Паш. Это место просто огромное. Ты здесь правда живешь одна? Зачем тебе все это? Это твоя частная... Это твоя частная мастерская, где ты сооружаешь все эти механизмы? Совсем как в легендах. Адепты покидают мир простых смертных и становятся отшельниками, а затем они изобретают разные классные штуки. Просто людской суете я предпочитаю покой и тишину. И я наслаждалась тишиной и покоем, пока не появились вы с печатью согласия. Хватит. Скажите, что привело вас сюда? Вы уже достаточно долго нарушаете безмятежность этого места. Властелин Камня убит? Как такое возможно? Кто вообще способен на столь мерзкое злодеяние? Сама мысль об этом кажется невероятной. Я должна проверить достоверность твоей информации. Для начала я казню всех жителей Лиюэ, а потом посовещаюсь с остальными адептами. Что? Что? Казнить всех жителей Лиюэ? Ты серьезно собираешься уничтожить весь город? Лишь для того, чтобы предотвратить дальнейшее происшествие. Но адепты поклялись защищать город. Верно. Мы защищали гавань Лиюэ под покровительством Властелина Камня на протяжении 37 веков. Но в связи с этим грустным нападением должны быть приняты чрезвычайные меры. Ой, надо скорее что-то придумать. Она хочет уничтожить весь город, и, кажется, она не шутит. Ты согласилась на наше предложение. Мы заключили контракт. Точно, мы заключили контракт. Мы приготовили много разных вкусностей и отдали их тебе. Мы надеялись, что ты поможешь городу, а не уничтожишь его. Ну или хотя бы сначала посовещайся с другими адептами. Нет же ничего плохого в том, чтобы узнать их мнение. Контракт. После подлого убийства бога контрактов, это слово звучит предельно саркастично. Кажется, жители Лиюэ с легкостью забывают о контрактах. У них не всегда получается отличить добро от зла. Тем не менее, если вы призываете к соблюдению контракта, то я выполню свои обязательства. Однако, вы принесли печать согласия. Когда Властелин Камня создавал эти печати, он наделил их силой адептов. Когда-то эта сила помогла людям в битве. Большинство печатей уже утратило свою силу. Сейчас это всего лишь сувенир. Этот сувенир не может
Уже язык путается. Этот сувенир не может свидетельствовать о вашей благонадежности. Я должна провести независимое расследование. Именно этого от меня и ждет владыка Лун. Ваша аудиенция с адептом завершена. Покиньте обитель и не тревожьте меня больше. Так, вроде бы ничего такого здесь я не вижу. Может быть, где-то заныкано еще. Но я не вижу в самом деле. Так, да. Кстати, надо браузер закрыть, а то из-за него у меня подлагивает немножко игра. Я надеюсь, на стриме не особо это было видно. Так. Хорошо. Покинуть подземелье тогда. Так, что у нас там по времени? Стримчик идет 1 час 30 минут. Отлично. Отлично. Так, найдите Творца Гор. Так. Хорошо, идем к Творцу Гор тогда. Ну, вроде бы, да, 37 веков. 3700 лет, по идее. Я не понял, ты что, попух или что? Вали отсюда. Вот этот, кстати, навык очень мне напоминает Ultimate Snapfire. Как бы кто играл в доту, тот поймет, о чем я. По крайней мере, кто знает, кто такая Snapfire, тоже меня поймет. Да блин, чем тебя пробить, алло? Почему он такой живучий? Это капец. А эти камни почему светятся? Это типа руда? Ее хрена с 2 разобьешь, да? А не, разобьешь. Прикольно. Так, это что такое? А, это тоже руда. Руду соберем тогда. О, вижу духа. Не, иди-ка ты в жопу, я не буду за тобой прыгать. Так, чуть-чуть подфармим. Здесь у нас, кстати, какая-то могилка. Что у нас написано? Властелин бурных потоков и высоких гор черпает свою силу
как из внутреннего просветления, так и из внешних источников. Подобно тому, как дракон извергает янтарь, а ласточка строит жилище из собственной слюны, властелин воздвиг янтарную темницу, использовав силы природы. Так, сундучок. Ну ё-моё, ну опять вы здесь. Правильно, вали отсюда. Да вы задолбали уже. Нападают на меня толпой. Нехорошо. Так. Здесь еще геокол где-то есть. Так, залезем наверх, наверное, сначала. Посмотрим, где у нас геоклы. Они наверняка где-то здесь. Так, один вижу. Так, а второй где геокл? А, вон он. Я понял. Ну ладно. Возьмем геокл, тогда просто портанемся назад. Оп. Там еще дух где-то снизу есть. Дух, я иду за тобой. Не убегай. А теперь давай быстрее. Шевели жопой, блин. Так. И здесь есть эта руда. Ага, вижу. Вижу. Так, Ален, давай уже бей. Да беги давай. Так, раз есть эти штуки, значит есть и алтари, куда надо подносить эти звездочки. Так, еще один. Этот быстрее зареспаунится. Не будем остальные искать. Угу. Хотя немножечко прошвырнемся, посмотрим. Нет, не вижу. Сейчас здесь появится, да. Именно. Так, побежали. Бом. Богатый сундук. Я, кстати, артефакты вообще не менял уже хрен знает сколько. Надо будет потом посмотреть, что там вообще есть. Немножечко их, наверное, поточить. Хотя бы чуточку. Так, ладно, не буду за духом бегать. Я вижу здесь кучу противников. Портанемся просто наверх, пойдем по сюжеточке. Лазить просто так и искать себе приключения на свою жопу будем немного позже. Пока что у нас очень много сюжета еще впереди. И надо с этим справляться. Впереди много сюжета. Ресурсики надо бы подфармить. Так, ты кто? Сжальтесь надо мной, могучий адепт. Молю вас, пощадите меня и моего братца. Отпустите нас. Все в порядке?
Ты... Ты кто такая? こっちが聞いてるのに。 Это мы у тебя спрашиваем. Если вы безопасно прошли в заоблачный предел, это может значить только одно. Вы посланники адептов. Вас отправили сюда, чтобы спасти меня и моего брата. ちょっとこの А 人 чем 何 это 言っ он? てるかわかんない。 Прошу, смилуйтесь, могучие посланники просветленных адептов. Я умоляю вас о помощи. Мы с братом пришли сюда только из-за бедности. Мы услышали о местных... о несметных сокровищах, что таит гора Хулао. Как же глупо мы поступили. Но мы всего лишь хотели поправить финансовое состояние нашей семьи. Мы поднялись по тропинке высоко в горы, но вдруг янтарь поглотил моего брата. Я бросился прочь. Я бежал, что есть мочи. И только сейчас до меня дошло, что мы перешли священные границы, и за это понесли наказание. Я понятия не имею, как спасти брата, поэтому я начал молить адептов о помощи. И вот, ко мне явились двое посланников. Что ты несешь? Мы никакие не посланники адептов. Мы сами тоже ищем адепта, вот и все. Нет. Вы точно посланники. Вы должны быть посланниками. Я не знаю, какой именно янтарь схватил мой брат. Моего брата. Прошу вас, спасите его. Умоляю, проявите хоть немного милосердия, адептов. Хорошо, я посмотрю, что я могу сделать. О, спасибо. Спасибо вам, могучие посланники просветленных адептов. Я обещаю, что впредь буду вести себя хорошо. 聞きたかったけど、あいつ今は兄弟のことしか頭にないだろうな。Я не успел чат прочитать, я ищу штаны. 確かリトは Хватит трындеть, я ищу штаны, дай мне 白に штаны. 閉じ込められてるって言ってたよな。 Очень прохладно стало. 山道に沿って登ったらしいから。 Так, сейчас, секунду. オイラたちは山道に沿って下へ行こう。周りの琥珀に気を止めながら人探しだ。 Ух, ё-моё. Так почему-то прохладно в комнате стало, это капец. Так, я надеюсь, вы там сами сообщения почитали. Сейчас я справлюсь с самым главным делом. Согрею свои ступни, а то я сейчас замерзну, блин. Так. Это чтобы было понятно, я отставил клавиатуру, и клавиатура слегка задевает, короче говоря, провод мышки. То есть она даже мышку не задевает. Это чтобы вы понимали, на каком DPI я вообще играю. Так. Кстати, кто на каком DPI вообще играет? Ну, какой DPI у мышки выставлен? У меня сейчас у моей выставлен 3000 DPI. Я бы поставил больше, но это копия. Это перевыпуск моей оригинальной мышки. И здесь свыше 3000 немного криво работает. То есть вообще у мышки вроде бы около 6000 DPI, но криво работает. Поэтому я после того, как поменял мышку, пришлось к 3000 привыкать. Хотя мне маловато на самом деле. Так. Так, все, падай. Бум. О, что я нашел? Бум.
всегда минимальный DPI стоит, но это плохо, это плохо. С большим DPI намного удобнее. У меня просто коврик небольшой, и с большим DPI очень удобно. Так, человека с янтарными глазами, да? Ну окей, сейчас поищем. Так, ищем, ищем. О, сундучок. Короче, мне пока надо долбить просто эти... Ну, я понял, а где его найти? Он где-то недалеко отсюда находится или где вообще? Я просто здесь ни одного человека не видел пока что. Просто найди человека с янтарными глазами, и ты поймешь то, что пока не понимаешь. Какого человека с янтарными глазами тогда? Я ничего не понял, если честно. Ну, если он будет в сюжете потом, как я его сейчас найду? Я не понимаю логику. А, он будет в сюжете потом. Я понял. Так я ж читал про янтарные глаза. Я таки понял. Я сначала побегал, смотрю, нигде нет такого человека. Думаю, ну ладно, может быть потом будет или потом найду. Я ж все читал. Если я ничего не отвечаю, это не значит, что я не читаю. Я же весь чат читаю. Если ты имеешь в виду, что человек с янтарными глазами это и будет этот мастер камня, который спрятался среди людей, то может быть, может быть. Я помню по поводу этого, что ты говорила. Ты не думаешь, что я уже все забыл? Я, конечно, склеротик, но не настолько. Бум. 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 Так. Ищем дальше. О, сундучок. Ну ё-моё, вы серьезно? О, еще ресурс. Привет, привет, Изан. Чё там, как там?
И снова улетел. И снова будет прыгать сюда. Так. Ищем тогда дальше. Угу. Так, здесь мы разбили. Так, здесь вроде бы ничего нет. И вот, казалось бы, такой лор придумали китайцы. Китайцы, у которых и с мангой все плохо, и с аниме все плохо. Фактически из таких неплохих, скажем так, вещей. Вроде бы буквально несколько тайтлов именно аниме, потому что манга, ну, вроде бы что-то неплохое есть местами, но они настолько хреново это все дело выпускают, чтобы было понятно, я читал одну мангу китайскую. Она мне реально надоела, я ее забросил, потому что из 20 страниц, ну, диалогов где-то страницы в основном 2-3 максимум. 3 это потолок. Остальное все это пейзажи, там, какой-то бой, там, еще что-то такое. Что-нибудь, короче говоря. Что попало. И китайцы, собственно говоря, те самые китайцы, придумали этот сюжет. На Ноэль, если честно, я пока что даже ничего не смотрел. У меня тонна артефактов новых. И я просто ничего еще не надевал. Потому что, ну, я думаю, с фиолетового я просто соберу, да и все. Пока что они не особо нужны, все противники слабенькие. Там чух-чух-чух, туда-сюда уклонился и вообще не парится ни по поводу чего. Смысла вообще нет париться. А так, не знаю, может быть какой-то сет Берсерка, что-то такое. У меня почти полный. Или полный сет Берсерка есть. В принципе, неплохо заходит. Что происходит? Вы спасли меня? Спасибо. Ох, вы знакомы с моим братом? Его зовут Лидин. Мы вместе забирались на гору. Надеюсь, что что он не угодил в янтарную ловушку. Значит, что он в безопасности? Спасибо вам. Я отправлюсь к моему брату. Главное, опять не угодить в проклятую янтарную ловушку. Фулл танка, Ноэль. Ну, я не вижу смысла. Ну, сейчас я покажу, что у меня по артефактам. Вот. То есть можно увидеть кубок рыцаря крови у меня. Здесь. Так. Песочные часы везунчика. Боевая маска берсерка. Ну, у меня не фулл сет берсерка. Я бы фулл сет с удовольствием одел бы. Так. Так. Сила атаки. Боевая маска берсерка. Сменить. Так. Так, что еще у нас есть? Берсерка. Часы везунчика. Я бы вообще сет берсерка одел полный. Кроме одного элемента. Изгнанника. Инструктора. Часы берсерка. О, часы берсерка. Защита 6,6. Сменить. Так, перо берсерка. И цветок тоже берсерка. Хорошо, значит здесь у нас что есть лучшего? Сила атаки 26.
Вот как-то так пусть будет. Тогда полный сет Берсерка плюс дополнительный предмет. Мне лично сет Берсерка очень даже нравится. По крайней мере, пока что. Тем более, что легко уклоняться. В основном, если противники большие, они с двуручным каким-то оружием, они очень медленные. Просто правую кнопку мышки нажимаешь, и ты, короче, чик, отбежал в сторону, и бьешь себе дальше, стоишь спокойно. И вообще никаких проблем с уклонами нет. Ну, танка можно собрать, но мне лично не очень нравится такая идея. Тем более, что это достаточно сильный персонаж. Почему его убивать и делать ему такой непонятный билд, честно, не знаю. Как по мне, это реально убийство персонажа. Так, я вижу Геокол. Так. Хоп. Ну, не знаю, мне кажется, лучше брать мобильных персонажей, которыми не надо танковать и не особо париться. Мне, по крайней мере, в последнее время так больше нравится. Я даже вот в ту же Зельду, как играю, я тоже не беру... Ну, двуручное оружие для чего мне? Я много двуручного оружия запасаюсь, для чего мне? Потому что если мне каких-то там, не знаю, Снорлаксов, тому подобного, вот этого вот все надо набить, то, что спид, и ты подходишь, спокойно раскручиваешь меч впритык, и пока он хотя бы что-то соображает, ты его просто убиваешь. Да, в этом есть смысл. Но биться с двуручным оружием, это, ну, хрень. Мне вообще, ну, в принципе, фактически нигде это не нравится. Ну, крайне редко. Там, может быть, в Азду, в которую я играл, вот, в Азде, именно в первой, мне двуручник нравился. Во второй он уже похуже. И в остальных... В остальных играх во всех намного хуже. Лучше уж иметь два одноручных меча, чем один двуручный. Если есть возможность. Ну, не знаю. Мне нравится больше маневренность. Так интереснее. Благодарю за спасение моего брата, могучие посланники просветленных адептов. Ты встречал адептов? Что? Нет. Я только слышал, что где-то на горе Хулао живут адепты. Но простых смертных... но у простых смертных мало шансов повстречать живых адептов. В отличие от вас, посланников адептов, вы находитесь совсем в другом положении. Блин, меня немножко начинает плавить уже. Немножко язык заплетается. А Берсерк и ХП, в принципе, нормально дает, и защиты нормально. Если его поточить, то очень даже. В любом случае, мы уже слишком долго находимся на территории адептов без разрешения. Пора продолжать путь. Спасибо вам, могучие посланники адептов. Да, спасибо вам, посланники. Вот было бы здорово, если бы мы и вправду были посланниками адептов. Судя по всему, у этого адепта достаточно дурной характер. Но мы же не сделали ничего плохого. Кто посмел проникнуть в мои владения?
Глупые смертные. Понесите же заслуженное наказание. В том-то и прикол, что здесь очень много разных статов, и можно собрать персонажа как ты хочешь, как тебе хочется. Я, в принципе, люблю такие кастомные варианты. Так что почему бы нет? Вы вторгаетесь в заповедную гору Хулао. Вы уничтожаете мои янтарные ловушки. Вы даруете вору свободу, не имея на то ни малейшего права. Действия вора оскорбили адепта. Но то, что натворили вы, это превосходит все возможные границы. Подождите, мы можем все объяснить. Смотри. Печать согласия. Я не знал, что такие бывают у смертных. На заре времен Властелин Камня лично даровал их простым смертным. Говорите. Я хочу знать, что привело вас ко мне. Проявите мудрость и говорите правду. Вряд ли вам удастся меня обмануть. Властелин Камня убит? Во время церемонии сошествия? Кто же в Лиюэ во всем мире посмел бы на подобную измену? Или стоит спросить, у кого хватило бы на это сил? Властелин Камня поручил адептам защищать Лиюэ, и мы с честью выполняли свой долг. Чем лучше жили горожане города, тем выше мы уходили в горы. Это был жест доброй воли к человечеству. Но теперь, когда Властелина Камня больше нет... Путешественница, ты принесла мне дурную весть. Я знаю, почему Владыка Лун послал за мной. Как только я закончу с некоторыми неотложными делами, я встречусь с другими адептами. А что происходит с этим янтарем? Паймон знает. В книжках говорится, что у адептов есть магические силы. Похоже, что это действительно так. Трава — это волосы адептов, а реки — их слюни. Ну и с янтарем должно быть что-то в этом духе. Получается, дождь — это слезы адептов? Вы несете полную чушь. Этот янтарь производит особые цветы. Наскальные подсолнухи. Чаще всего эти цветы растут под землей. Если наступить на такой цветок, то попадешь в янтарную ловушку. Когда я поселился здесь, я посадил множество наскальных подсолнухов, чтобы сохранить тишину и спокойствие в этом месте. На протяжении долгих лет они помогали мне сохранять покой. А еще в эти ловушки попадало много разных интересных вещиц. Получается, этот янтарь живой? Именно. Поэтому я не могу так просто оставить это место и подвергнуть риску жизни невиновных. Я отправлюсь в путь, как только разберусь с этой проблемой. Я полагаю, что ты отправишься в путь немного раньше. Ух. Так, что у нас здесь? Немножечко заработали опытом. Так, хорошо. Кстати, здесь у нас что-то есть, да. Есть достижения немножечко.
Так, еще достижение есть. Где? А, вот. Так, хорошо. Куда нас отправляют? В Лиюэ. Хорошо. Так, а по квестам что у нас? Пыль и прах. Кстати, вопрос будет тогда ко всем, кто смотрит. Вот, если учитывать слова человека, который приходил в начале, я так понял, ему контент совсем не заходит. А как вам вообще такой контент? То есть такой вот спокойный, размеренный, когда постепенно узнаешь историю там, мира, продвигаешься по квестам и так далее и тому подобное. Вот такой вот простой, неспешный способ прохождения вам нравится? Или как вообще? Или хотели бы, может быть, что-то по-другому, я не знаю. Так, побежали к месту. Угу. Да, это Тарталья. Именно он. О нем я и говорил, что что-то он мне немножко подозрительный. Угу. Я понял ваше мнение. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Я очень рад, на самом деле, что есть те, кому нравится такой подход, нравится вообще контент, который я делаю. Это, на самом деле, очень приятно. Так что спасибо вам за то, что приходите на трансляции и остаетесь на связи. Так. Вы вернулись? Как все прошло в заоблачном пределе? Понятно. Владыка Лун, Творец Гор, Хранитель Облаков, Охотник на демонов. Некоторые из этих имен были неизвестны Фатой. В свою очередь, я тоже хочу поделиться с тобой информацией. Что касается смерти Архонта, реакция Цисин озадачила меня. Поскольку убийцу еще не нашли, Цисин не пускает никого к остаткам адепта, чтобы проститься с Экзувией, блин. Чем дальше, тем сложнее имена, блин. Или что это такое, или не имена. Они пытаются контролировать всю информацию. Экзувия? В Лиюэ все знают, что Геоархонт также был адептом. Геоархонт также известен как бог контрактов. Его еще называют Экзувия, верховный адепт. Все просветленные адепты заключили контракты, согласно которым они обязаны защищать Лиюэ. Вот оно что. Поэтому они так беспокоятся о благополучии Лиюэ. Конечно, они в этом заинтересованы. Если правящая группировка Цисин не будет соблюдать условия контракта, у адептов будет право вмешаться. Душа Геоархонта вознеслась на небеса. Зачем же Цисин скрывают его тело?
Это ставит меня в затруднительное положение. オイラたちは Да, мы сами пришли в Лиюэ на поиски Гео Архонта. もしリーユへ七世 Если Цисин никого не подпускает к 隠してて Экзувии, 誰も近づけさせないなら это да, тут не поспоришь. Если бы были китайские имена, ну тут где-нигде встречается, конечно, но это жестко. Ну вот и я об этом подумал, что как раз таки будет интереснее это все дело переслушивать, поэтому я прохожу неспешно. Вот, все-таки даже с учетом того, что та же Света, которая приходит, она говорит, что очень хорошо знает лор, она каждый раз находит что-то новенькое. Как раз таки в этих диалогах что-то она пропустила, на чем-то я акцентирую внимание, и она для себя находит что-то новенькое. Также может какие-то мысли обсудить там с Пашей, еще с кем-то, т.д. и т.п. И каждый раз приходит к чему-то новому и интересному, так что я вообще не удивлен. Да. Так, я буквально на 30 секунд сейчас отойду, я даже не буду ничего... Это вот, просто микрофон выключу. Сейчас я вернусь. Надо водички набрать. Буквально 30 секунд я вернусь. Так, я вернулся. Немножко задержался. То же самое про сюжет. Это очень хорошо. Это значит, что мы не зря здесь проводим время. А очень даже с пользой.
И да. Так, не понял, восстановиться. И опять упал. Так, вроде бы переподключилась. ここで少し Меня слышно? 休みましょう。 Я надеюсь, еще кто-то остался. Так, и надеюсь, что на той же трансляции оно продолжило. Так, ну надеюсь, хотя бы сейчас уже будет слышно. Я очень сильно ненавижу своего провайдера. Настолько, что вы себе даже представить не можете. Это просто капец какой-то. Если так сейчас и дальше пойдет, мне, возможно, придется закончить на сегодня трансляцию и звонить, скажем так... Да, я понял, я вижу, опять уже падения идут. И звонить в матерной, очень жесткой форме, общаться с провайдером. И рассказывать ему все, что я о нем думаю. И куда ему нужно запихнуть свои технические работы и т.д. и т.п., после которых все становится гораздо хуже. Ладно, если вдруг сейчас опять упадет несколько раз подряд, то я уже, наверное, просто закончу тогда. Уже не буду возобновлять это все дело. Надеюсь, вы поймете. Я бы еще посидел, конечно, с удовольствием, но если будут такие падения, просто это нереально потом будет не смотреть в записи, не сейчас смотреть, ждать, как бы это вообще будет, мне кажется, не то. Вот, ладно. Так, это мы уже проходили. Понятно. Так. В свою очередь, я тоже хочу поделиться с тобой информацией. Что касается смерти Архонта, реакция Цесин озадачила меня. Поскольку